Здравствуйте всем привет любителям футбола, отдельный привет. И сегодня мы начинаем цикл репортаж про отборочные матчи чемпионата мира по футболу в азиатской зоне. Я заметил и обратил внимание, что информации, качественного анализа по этому делу не так уже и много. Поэтому очень надеюсь, что моя информация пригодится многим. И сейчас я начну с сегодняшнего матча, который мы собираемся с женой посетить. Это матч сборной Малайзии со сборной Таиланда. Но обо всем по порядку. Сегодня вы узнаете, как организован отбор в азиатской зоне. Каким образом будут определены 6 счастливчиков, которые будут играть на чемпионате мира. А может 5, а может 6. Но Катар уже там. Итак, азиатская зона начала раньше всех. И первая группа, первый раунд был закончен еще летом. Там отсеялось 7 сборных, и 7 сборных счастливчиков прошло во второй раунд. Таким образом, определилось 40 команд, которые продолжили борьбу. Итак, есть 8 групп по 5 команд. Мы сейчас не будем рассматривать все 8 групп по 5 команд. Я потихоньку проанализирую ситуацию в каждой группе, поэтому видео будет несколько. Сегодня я анализирую родную мне группу, так как мы с женой живем в Малайзии, то сборная Малайзии в общем-то, в какой-то степени нам родная. Поэтому в этой группе, в группе G, встречается 5 команд и разыгрывает одну прямую путевку. И со второго места возможно выйти, если попадешь в число лучших 4 из 8 вторых сборных. То есть 4 сборных, которые заняли второе место из 8 сборных, которые заняли второе место, будут теми самыми счастливчиками по дополнительным показателям, которые выйдут в следующий, третий, ключевой раунд. Поэтому, ребята, важен каждый матч, потому что каждое очко может сделать тебя либо лучший второй, либо худший второй. Итак, группа G. Это Арабские Эмираты, сборная ОАЭ. Вот здесь это небольшая страна, Арабские Эмираты, и она посеяна была под первым номером по рейтингу. Остальные 4 сборные представляют регион АСЕАН. Вот он. Регион АСЕАН в группе G представлен чемпионом АСЕАН командой Вьетнама, вице-чемпионом АСЕАН командой Малайзии, а также одной из самых сильных сборных, которая единственная из всех стран АСЕАН вышла в отборе чемпионата мира по футболу 2018 в третий квалификационный раунд в Азии. Это сборная Таиланда. И, наконец, последняя, 5-я сборная представляет крупнейшую островную державу мира – Индонезию. Итак, самые непримиримые соперники футбольной Юго-Восточной Азии – Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Малайзия против арабского мира, так сказать. И сегодня 5-й тур этой рубки. Да, уже прошло 4 тура, поэтому мы можем уже говорить об определенных результатах. Сегодня будет 2 матча 5-го тура, и мы с женой идем болеть за Малайзию против Таиланда. Малазийские тигры против тайских слонов. Сборная Таиланда неплохо начала этот турнир, одержав 2 победы, 2 блестящих победы над сборными Индонезии, и особенно блестящей была победа над сборной Арабских Эмиратов. Они сыграли в ничью с ключевым конкурентом за первую, а может вторую позицию с командой Вьетнама на выезде. Итак, у Таиланда 7 очков. Победа над Индонезией, победа над Эмиратами, ничья с Вьетнамом. Малайзия в драматичнейшем первом стартовом поединке сумела на последних минутах вырвать победу в Джакарте. 3-2. Скандалы, проблемы были в том, что болельщики сборной Индонезии, конечно же, встретили гостей негостеприимно, поэтому на стадионе Галора Буркарно в Джакарте возникли даже потасовки. Блестящая победа на выезде продолжилась и голом в ворота Арабских Эмиратов на первой же минуте во втором туре. Однако арабы свое взяли. 1-2 поражения дома, выезд в Ханой и 0-1 от Вьетнама. Таким образом, у Малайзии 3 очка, но ничего еще не потеряно. Матч с Таиландом становится самым важным и ключевым. В полуфинале чемпионата АСЕАН ровно год назад Малайзия сыграла дома 0-0 с Таиландом, а на выезде 2-2. Прошла в финал, где и уступила сборной Вьетнама. Так что
традиция матчей Малайзии и Таиланда очень-очень большая. Я бы назвал это малакское дерби. Итак, что же смогут противопоставить малазийские тигры тайским слонам? Слонов тренирует никто иной, как тренер сборной Японии на чемпионате мира 2018 года. Да-да, именно он. Акира Нишино. Я думаю, все помнят, как сборная Японии под предводительством Акира Нишино повергла в полную фрустрацию сборную Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России. 2 гола от скоростных японских нападающих, и Бельгия была в шоке. Но встала, отряхнулась и сумела забить 3 гола в ворота японцев. Тогда Япония произвела некий фурор и стала лучшей азиатской командой. И теперь тренер этой сборной возглавляет сборную Таиланда. Все игроки сборной Таиланда представляют тайскую лигу. Есть несколько легионеров, которые, в общем-то, никаким образом не играют толком в Европе, где-то там в запасе. То есть ключевые игроки сборной Таиланда — это игроки из Лиги Таиланда. Из Лиги Таиланда чемпион играет в групповом турнире Лиги Чемпионов. Иногда даже играет неплохо. Лига Таиланда далеко не самая слабая лига Азии. И, в общем-то, игроки способны дать бой многим командам. Пример — матч с Арабскими Эмиратами. Малайзия. В Малайзии суперклуб — это Джохор. Джохор — это чемпион пятикратный этой страны. Джохор — это клуб, который поддерживается кронпринцем Джохора. Джохор собирает все титулы, и Джохор нанес поражение чемпиону Азии Кашиме Антлерс в групповом турнире Лиги Азиатских Чемпионов в мае. 1-0, да, это было. Это была блестящая победа в Джохоре над Кашимой, и это уже о многом говорит. Малайзийские тигры никак не могут попасть на чемпионат мира, и даже редко бывают на чемпионате Азии. И вот сегодня они постараются преломить для себя не самую удачную ситуацию в группе. Поэтому матч с Таиландом будет напряженный и тяжелый. Если вы хотите сделать ставку, я бы советовал поставить на непроигрыш Малайзии. Вот чувствую я, что Малайзия дома сможет выстоять. Для Таиланда ничья на выезде, в общем-то, не такая большая проблема. Таким образом, мы идем с верой и надеждой на команду Малайзия Боле, и мы, конечно же, верим, что 11 игроков, из которых больше половины представляют чемпиона Малайзии Джохор, смогут дать бой команде, ведомой прославленным японским тренером. Вторая пара не менее интересна. Чемпион АСЕАН Вьетнам против Арабских Эмиратов. Уедут ли из АСЕАНа арабы со второй баранкой? Этот вопрос интересует многих аналитиков. Я вам могу сказать так. Шансы есть у обеих команд, безусловно. Шансы всегда есть. Вот. И я могу сказать, что Вьетнам явно фаворит. Вьетнам сейчас занимает место в сотне сборных мира. Сборная Вьетнама, ведомая корейским тренером, достигла больших успехов на чемпионате Азии. Она вышла в четвертьфинал. Для Вьетнама четвертьфинал чемпионата Азии 2019 года – это большой успех. Сборная Вьетнама Ю-23 вышла в финал чемпионата Азии в 2018 году. Таким образом, вьетнамский тренер из Кореи хорошо и досконально знает эту сборную. Вьетнамская лига играет неплохо. Да, команды из Вьетнама еще не попадали в Азиатскую лигу чемпионов, но они в Кубке АФК, в Кубке Азиатской конфедерации, дошли до четвертьфинала, вдвоем сыграли между собой и попали в полуфинал. Таким образом, команда Ханоя играла в полуфинале чемпионата АФК, и это Кубка АФК, и это уже показатель силы чемпионата. Таким образом, Вьетнам против Эмиратов. Что же за сборная Эмиратов? Начало было не очень хорошим. Вернее, продолжение. 2 победы. Сначала над Малайзией, потом была одержана победа над Индонезией 5-0, 6 очков и поражение Таиланду 1-2. Ситуация непростая. Второе поражение во Вьетнаме поставит Эмираты в неловкое положение. О первом месте речь может даже и не идти после этого. Тренирует сборную Эмиратов очень уважаемый тренер. Это тренер, который тренировал сборную Голландии на чемпионате мира 2010 года. Это голландец Берт ван Марвик. Берт ван Марвик –
Это очень опытный тренер, который потренировал и Фейнорд, который потренировал и сборную Боруссии, команду Боруссии Дортмунд из Германии. Это человек, который пытался привить к сборной Голландии, играющей ярко, искрометно, динамично, такой себе осторожный, прагматичный футбол, и он принес результат. В 2010-м оранжевые вышли в финал чемпионата мира, где в дополнительное время проиграли испанцам. Потом сборная Голландии под его руководством в 2012 году проиграла все 3 матча на чемпионате Европы в Украине и Польше. И в 2014-2016, когда он уже не руководил этой сборной, к сожалению, не пробивалась на крупные футбольные турниры. На данный момент могу сказать так. У голландца был опыт работы в Саудовской Аравии, у голландца был опыт работы в Австралии, и он возглавлял сборную Австралии на чемпионате мира 2018 года. Правда, австралийцы там никаких особых результатов не достигли. Тем не менее, тренер у арабов опытный, и он, думаю, знает, как играть против вьетнамцев. Матч очень тяжелый и будет идти параллельно с нашей игрой. Как болельщики сборной Малайзии, мы, пожалуй, желаем сборной Арабских Эмиратов проиграть. Все-таки Вьетнам это тоже АСЕАН, Вьетнам это наш регион, Вьетнам это тоже по сути какой-то наши, да. Ну и кроме того, если Вьетнам победит, да, то все-таки он уйдет в отрыв, а уже тогда ситуация будет, может быть, даже ничья нам выгоднее. Тут суть в том, что предсказать победителя этого матча очень сложно, но я бы рискнул предположить непроигрыш вьетнамцев. На этом я заканчиваю обзор группы G. Матч Малайзия-Таиланд в Куала-Лумпуре и Вьетнам, Арабские Эмираты в Ханое начнутся через несколько часов. Но мы очень надеемся, что их просмотр принесет вам прекрасные моменты. А я же хочу немножко с пониманием отнестись. Это мое первое видео, и я слегка волнуюсь. Первое видео про футбол, да. Я постараюсь прогрессировать, делать видео лучше и лучше, но пока на данный момент я надеюсь, что эта информация была вам полезна и интересна. Играйте в футбол, любите футбол и малыша болеет!